Всем здрасте! В этом видео я покажу процесс восстановления старой советской наковальни. Я откладывал это дело почти год. Наковальня в не самом плохом состоянии, но все же явно нуждается в восстановлении. Она весит больше меня, так что перемещать ее то еще удовольствие. Лицо наковальни покрыто довольно глубокими раковинами. Первым делом, конечно же, берусь за болгарку и приступаю к грубой шлифовке поверхности. Помимо раковины следов сварки, на наковальне отчетливо видно облой, оставшийся от литья. Его я тоже убираю, особенно на роге. По бокам приварены арматурки. Я думаю, они служили для крепления наковальни в ее прошлой жизни. Как оказалось, арматура приварена хорошо. На болгарке нет кожуха, потому что для меня так удобнее и быстрее подлезть в труднодоступные места. Но в этом случае надо следить за разлетом искр. На мне одежда загоралась несколько раз. Ну и без защиты глаз и органов дыхания никуда. Вот почему стоит позаботиться о респираторе. Иначе то же самое окажется в легких. Сначала я думал, что эти отверстия это брак литья. Но скорее всего это пластина, приваренная к подошве наковальни. Я выровнял подошву, но не стал выводить плоскость, что в будущем может добавить проблем с установкой наковальни. Грязь и ржавчину из тех мест, куда не достал абразивный диск, я убрал корщеткой. Основная шлифовка закончена, и пора приступать к восстановлению лица. Все раковины я вскрываю, чтобы при заваривании не осталось полостей. Твердосплавная шарошка не раз пригождалась. Наковальня из среднеуглеродистой стали, и перед сваркой ее необходимо прогреть.
Нагревал до появления желтого цвета, что соответствует примерно 200 градусам Цельсия. Но, как оказалось позже, это были не цвета побежалости, а скорее всего какой-то окислительный процесс. И я решил убедиться, что наковальня нагрелась более надежным методом. Ну а дальше все просто. Заварить все раковины. Затем отшлифовать швы болгаркой вровень с поверхностью. И повторять этот процесс до приемлемого результата. Отверстие доводил напильниками и шарошкой. Кстати, в этой наковальне я протачивал отверстие вручную несколько дней. Ну и на этом пока все. Если кому-то было интересно, или тем более полезно это видео, то я буду рад. В следующем видео планирую вывести плоскость лица и установить эту наковальню. Кстати, вот моя самая первая наковальня.